Приветствую, это снова Илья и мой канал Антимрак. В этом видео я хочу поговорить о том, почему интернет — это торговля образами. Если рассматривать интернет как некую цифровую идеологическо-коммерческую витрину, то она основана именно на торговле образами носителей тех или иных взглядов. А обыватель, то есть массовый потребитель, это покупатель этих образов. Пользователь интернета сталкивается с большим разнообразием информации, представленной в кратком виде, и первоначальный смысл интернет-ссылки, ведущий на определенный сайт или ролик на том же самом YouTube, заключается в том, чтобы пользователь кликнул бы на нее. И нет абсолютно никакой гарантии того, что пользователь увидит то, что он хотел увидеть, кликнув и в последующем просмотрев ролик на том же самом YouTube. Если говорить о некоем сугубо практическом предметном контенте, который относится, допустим, к теме ремонта квартир или ремонта автомобилей, садоводства и так далее, то его эффект на зрителя очевиден, если, конечно, эти видео создают компетентные в своей сфере специалисты, и если эти ролики смотрит человек, действительно желающий получить информацию о том, как ремонтировать автомобили или заниматься садоводством. Я не говорю в данном случае о пользователях, которые просто блуждают в интернете, что называется, от нечего делать. Почему не стоит воспринимать информацию в интернете однозначно? На самом деле не стоит воспринимать информацию в интернете однозначно, потому что даже самая, как казалось бы, безобидная практическая информация может служить идеологическим целям. То есть, если, например, канал про автомобили, то это не означает, что он не переквалифицируется его создателем, в канал, продвигающий политические идеи, при этом по-прежнему показывая материалы по теме автомобилей, то есть какую-нибудь относительно безобидную тему тот или иной так называемый блогер может использовать для формирования того или иного общественного мнения. Тем более, что тот же самый YouTube, по сути, это нейросеть, алгоритмы которой созданы для удержания внимания человека через предложение ему контента, который он обычно смотрит и который вызывает у него наибольшее внимание. И тот же самый YouTube-блогер, создающий контент на какую-либо практическую тему, не связанную с политикой, просто может воспользоваться склонностью своей аудитории, верить ему, начав продвигать сугубо идеологические цели. Массовый потребитель информации. Кто такой массовый потребитель информации? Массовый потребитель информации — это потребитель, который не видит за той или иной информацией идеологической подоплеки. Для него интернет — это океан развлекательной информации, где он становится жертвой той или иной идеи. Я не имею в виду сейчас физические товары массового потребления, которыми пользуются все люди, но тем не менее под одним из моих видео про общество потребления нашелся некий индивид, посчитавший почему-то, что я говорю именно о товарах массового потребления и выступаю против их потребления. Так вот, в своих видео про общество потребления мой мысленный посыл может восприниматься некоторыми людьми как то, что имеет негативную коннотацию, но это ошибочное их понимание, потому что я говорю именно о неразборчивом потреблении людьми информации, а не говорю о том, что потребление в принципе это плохо, Если взять ту же самую психологию в ее современном цифровом формате, то
это в чистом виде продукт массового потребления. И потребляют ее те же самые люди, которые раньше смотрели с открытым ртом и истекающим из его слюной некоего чумака, который заряжал воду в банках, или вот некоего Кашпировского, да, якобы избавлявшего от болезней своих прихожан, да. И на самом деле это те же самые люди, которые... И на самом деле те, которые сейчас потребляют вот этих вот так называемых психологических YouTube-блогеров, да, это те же самые люди, которые покупают у попов свечки, считая, что попы являются прямыми проводниками между ними и неким богом. И на самом деле интернет — это цифровая витрина, позволяющая распространяться мракобесию с очень большой скоростью, и двигателем такого распространения, естественно, являются сами люди, благодаря своим склонностям верить во что-либо. И большинство людей никогда не эволюционируют, они всегда выполняют роль инертной исторической массы. И представление этого большинства даже о собственном месте в жизни всегда строится на мифологии, продукты которой создают средства массовой информации и в целом такие идеологические сферы общества, как история, художественная литература и кино и так далее. И массовый потребитель — это потребитель, потребляющий форму информации, но не исследующий то, что может стоять за этой формой, будто бы форма — это и есть суть этой информации. На примере той же самой психологии в ее современном цифровом формате внимание потребителя цепляется за предлагаемую ему идею о том, что он может стать каким-то другим безотносительно к тому, что его уже сформировало как продукт среды. Психология — это, по сути, антинаучный продукт, позиционируемый так называемыми психологами как нечто научное, что изначально имеет право на существование, как то, что имеет естественное право причислять себя к науке. Но проблема даже не в том, что некто предлагает этот психологический продукт, а в том, что массовый потребитель изначально склонен верить в то, что никакого отношения к реальности не имеет. Для него любая правда слишком болезненна, поэтому он склонен к принятию того, что можно назвать своего рода обезболивающим или анестезией от реальности, его новой второй идентичностью, с которой он увлечен мифологическими причинами его текущего состояния, а не реальными причинами, которые привели к нему. Массовому потребителю продают идею о сверхчеловеке, которым он может стать в случае, если просто примет основополагающие идеи той или иной информационной индустрии на веру. Как в случае с психологией, потребитель принимает как нечто естественное идею о том, что есть некий стандарт человека, при котором каждый человек может считаться нормальным, идущим правильным путем, соответствующим неким социальным стандартам. Хотя каждый человек индивидуален, так как каждый человек является следствием индивидуальной совокупности факторов, которые сформировали его как продукт среды. Человек не может изменить, к примеру, свою генетику, так как он уже есть ее продукт этой самой генетики, которая во многом обусловливает его как биологический организм. Он не может взять и выбрать других родителей с другими генами. Он уже существует как продукт генетики своих родителей, независимо от того, как он к этому относится. Но так называемая психология и психологические услуги, как ее потребительское направление, формируют в голове массового потребителя идею о том, что он может идти якобы каким-то другим путем, что он якобы какой-то неоптимизированный под некие стандарты некоего сверхчеловека социального, которому дает любая алкоголичка с накачанными губами и имплантами в сиськах, да.
у которого 10 детей, который выучивает английский за 3 месяца, у которого есть пожизненный пассивный доход, и при этом он абсолютно финансово независим, и который всю жизнь только и делает, что путешествует. Но дело в том, что не каждый хочет путешествовать, не каждого возбуждают алкоголички с накачанными губами, и любой носитель языка понимает, что не существует языка, который можно было бы выучить за 3 месяца. Любой человек, зарабатывающий деньги своими знаниями и навыками, понимает, что для заработка денег нужны как минимум знания и навыки, и что для условно-пассивного дохода нужны как минимум определенные компетенции, чтобы как минимум быть способным просчитать доход и убыток от тех или иных вложений. Но информационная потребительская сфера спекулирует на идее о том, что человек может стать кем-то, кем он изначально не является. И темы так называемой финансовой независимости и теме так называемого сверхоптимизированного в псевдосоциальном смысле человека — это темы в чистом виде потребительские, так как они лишены предмета, который хоть как-то связан с реальностью и которые бы хоть как-то раскрывали бы эту реальность. Следование человека за так называемыми инфлюенсерами, спекулирующими на этих потребительских темах, не приближает его к пониманию сфер жизни, а только отдаляет от них. Потребление массовой информации, одной из сфер которой является психология, создает ложное понимание себя. Оно подразумевает рассмотрение своего положения в социальной системе сквозь призму причин, которых не существует. И следуя за этими потребительскими сферами, человек оказывается дезориентированным, его оказывается гораздо легче инфицировать любой идеологемой, обслуживающей политические и финансовые интересы тех или иных сил. И пролитие же света для самого человека на его положение в жизни со стороны других людей, понимающих суть происходящего с ним, оказывается для него болезненным, потому что это лишает его той иллюзорной причины происходящего с ним. Допустим, он не хочет даже допустить, что причиной того или иного его состояния заключается в физиологии, или то, что отсутствие у него стабильного достойного дохода является следствием отсутствия у него компетенций и навыков, которые могли бы быть востребованными в обществе. То есть паразитическая информационная сфера, коей является психология и прочая финансовая независимость, внушает потребителю идею о том, что он может стать кем-то просто, потребляя некий контент, который сделает из него сверхчеловека уже только по факту потребления этого самого контента. Но потребление чего-либо показывает, что оно может принести пользу только тогда, когда потребляемый контент раскрывает суть того или иного процесса, когда он обучает предмету какой-либо реальной сферы жизни, но не внушает ложное потребление, ложное понимание только ради повышения количества просмотров, как это происходит в Ютубе. Хотя сама программная и коммерческая структура Ютуба подразумевает стремление к наибольшему удержанию внимания аудитории для как можно большего количества показанной этой аудитории рекламы. YouTube раскручивает тот контент, который именно пользуется популярностью, но не руководствуется некой полезностью контента как единственным критерием. Хотя контент действительно может быть полезным, у YouTube в приоритете именно популярность и удержание наибольшего внимания аудитории. Естественно, что контент интеллектуальный не будет у Ютуба в почете просто потому, что
большинству нужны развлечения, и только развлечения удерживают внимание дольше всего. Большинство испытывает аллергию на признаки мышления, поэтому это большинство всегда оказывается заложником того, что ему дают в качестве идеологического пойла под видом чего-либо развлекательного. Притом, какую бы информацию большинство не потребляло, оно примет именно внешнюю сторону ее посыла, как будто бы не существует генератора этой информации, у которого есть свои прагматические цели, ради которых, собственно, и конструируется информация в том виде, в котором она преподносится для массовой аудитории, и в том виде, в котором она ее потребляет. Поэтому массовый потребитель съедает то, что ему дают, в том виде, в котором ему это дают.